Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы будем говорить о продуктах, которые действительно нужны каждому после 40 лет. И речь пойдет не о банальных продуктах по типу брокколи, курицы, важности белка, насколько важна жирная рыба. То есть сегодня мы поговорим про те продукты, которые максимально сконцентрированы на пользе для здоровья. Действительно, с возрастом наше тело начинает меняться. Кости становятся более хрупкими, метаболизм замедляется, мышцы теряют мышечный тонус, и память становится не такая, как прежде. Кстати, про память я уже видео записывала, очень подробное. Сюда куда-нибудь подсказку прикреплю. К сожалению, мало кто об этом задумывается заранее. Но качественное, сбалансированное, подобранное для вас питание действительно очень сильно меняет качество вашей жизни. И благодаря внедрению продуктов, которые мы будем с вами сегодня разбирать, у вас появится больший заряд энергии, вы будете чувствовать себя лучше, ваше настроение будет более позитивным, что, конечно же, поможет сохранить здоровье на долгие года. Как я уже сказала в самом начале, это будут не банальные продукты. Некоторые из них будут весьма экзотическими, но в наше время сейчас все равно они активно распространены на маркетплейсах и в магазинах в том числе. Поэтому я это видео и снимаю для того, чтобы вы в магазинах обращали на них внимание, не проходили мимо. То есть я не понимаю, что это, все, я мимо прошел. Чтобы вы понимали, что это, нужно это вам, не нужно это вам. То есть я обязательно в каждом продукте проговорю про противопоказания, расскажу, кому нужно быть с ним осторожным, вы тогда будете четко понимать, да, это этот продукт, он мне, например, не нужен, либо нужен. Вот, тоже расскажу, как мы их внедряем. Также я сразу хочу сказать, что я не призываю каждый день на регулярной основе принимать все эти продукты. Я не призываю к тому, чтобы есть только эти продукты. То есть вы совершенно прекрасно понимаете, что это уже крайность. Поэтому моя главная задача этого видео познакомить вас с этими продуктами, рассказать о них для того, чтобы вы действительно знали и понимали, что из них можно добыть огромное количество пользы. А если вы еще не выстроили свою базу и хотите из обычных продуктов, из обычного магазина у дома такую иметь, то у меня уже есть готовое меню обновления за 14 дней. Его вы найдете по ссылке в описании под этим видео. Ну что, давайте переходить, собственно, к продуктам. Первой группой продуктов я здесь выбрала морские водоросли, то есть это ламинария, это нори, это вакаме. К сожалению, то, что я вижу, очень мало кто в свой рацион добавляет данные продукты, потому что это огромная кладезь йода, магния и огромное количество антиоксидантов, которые так необходимы нам для здоровья изнутри, для работы нашего мозга и для внешней красоты, для того, чтобы сохранить нашу молодость. Йод активно помогает поддерживать нашу щитовидную железу, а магний помогает и мышцам, и сердцу в том числе. Их можно добавлять в салаты, можно делать как гарнир, можно использовать в супах, например. Морские водоросли достаточно распространены сейчас, то есть если вы зайдете на любой маркетплейс, вы найдете огромное количество представленных вариантов. То есть также есть и в обычных магазинах, то есть это и вариации в банках, но здесь, как всегда я говорю, смотрите на состав. С хорошим составом действительно есть, но это не любая банка с полки магазина. Поэтому просто переворачиваем и смотрим. Из противопоказаний, конечно же, это люди, у которых есть проблемы с щитовидной железой. В частности, это гипертиреоз, либо если у вас постоянное повышенное давление, склонность к повышенному давлению. В этом случае морские водоросли лучше употреблять в умеренном количестве. Также здесь возможна индивидуальная аллергическая реакция, поэтому если вы никогда не употребляли эти продукты в целом и последующие, про которые я буду говорить, внедряем их понемногу, то есть мы пробуем и смотрим на свою реакцию. Следующая группа продуктов, она является моей любимой, и дальше в видео я покажу, как я сама дома использую это на практике. Это микрозелень и проростки. Листочки микрозелени просто в огромное количество раз богаче витаминами, чем уже обычные такие вот взрослые, скажем, листья. Например, если вы сделаете микрозелень именно из брокколи, то вы получите огромное количество такого ценного сульфорафана, про который я тоже во многих своих видео говорю, а это просто мощнейший источник антиоксидантов и для работы печени, и главное, для сохранения нашей молодости, потому что он работает как онкопротектор, то есть он чистит наши клеточки, то есть оберегает их от окислительного стресса. Микрозелень и проростки не нужно есть в огромных количествах.
То есть достаточно вот такого кулачка к своей порции, к обычному сбалансированному обеду, например, ну, либо к завтраку, либо к ужину, как вам удобнее. То есть это не нужны какие-то огромные плантации, чтобы у вас все подоконники в доме были заполнены этой микрозеленью, чтобы у вас парник дома стоял. То есть это не та история. Конечно, я понимаю, что это достаточно такой процесс замороченный, да, но вот я покажу, как я это делаю, потому что у меня тоже нету времени сейчас активно, регулярно этим заниматься. То есть я раньше, конечно, когда была в декрете, я очень часто на регулярной основе меняла, делала различную микрозелень, пробовала, проращивала одно, другое, третье, с ростками тоже постоянно заморачивалась. Ну, вот более детально я вот прикреплю здесь, сниму, отдельно покажу. Итак, мы с вами оказываемся на моей кухне. Вот смотрите, у меня обычный горох зеленый. Я его хорошенечко замачиваю, я его хорошо промываю, потому что, видите, вода все равно мутная, грязная. Наша главная задача очистить, чтобы наши зернышки, наши семечки, да, чтобы это не было, все было чистое. Затем я это все убираю на ночь, и вот утром, посмотрите, вот такая красота в кавычках у нас получается. Теперь все это я в дуршлаг складываю, промываю, и, соответственно, у нас получается уже вот такой красивый, в данном случае, зелененький горох. Дальнейшие действия. Мы, значит, берем какую-то стеклянную посуду, все это складываем, накрываем вот такой обычной пищевой пленкой, обязательно, чтобы везде было все закрыто, нигде не было ничего открытого. Отрезаем, берем обычные зубочистки и делаем такие небольшие проколы. Собственно, на этом все. Я ставлю в духовку, соответственно, не рабочую, то есть необходимо теплое, темное место. И таким образом можно повторять различное количество раз. То есть, видите, на следующий день я достала, у нас уже видны хорошие такие проросточки. В целом кто-то любит есть уже их в таком виде. Я же проделываю это обычно в течение еще 2 дней, то есть весь процесс у меня занимает 3 дня. И заметьте, всего лишь что я делаю в день, это я достаю, промываю и заново запечатываю. То есть это вся работа, которая занимает буквально максимум 5 минут времени. И, соответственно, на 3-й день я уже получаю вот такие росточки. То есть здесь важно понимать, какие вам нравятся. То есть кто-то любит, когда они уже совершенно длинные, там сантиметров по 5, по 6. Кто-то любит едва-едва, которые проклюнулись. Поэтому все это дело вкуса. Необходимо проверить, сделать хотя бы раз, и тогда вы поймете. Можно проращивать абсолютно любое, то, что вам захочется. Ту же чечевицу, к примеру, сою, зеленую гречку. То есть здесь обязательно смотрите, нут кто-то очень любит. То есть здесь смотрите уже по своему вкусу, смотрите, что в итоге у меня получилось. Из противопоказаний здесь только какие-то обостренные состояния желудочно-кишечного тракта, да? То есть что-то в состоянии обострения и воспаления. Но в любом случае перед употреблением их мы моем. Если это, допустим, проростки сои, то их можно просто немножко прокипятить, буквально 1,5 минутки, уже бросить в кипяченую воду, и таким образом добавлять буквально немножко. То есть, еще раз повторюсь, здесь не нужно прям много их добавлять. Вот такое количество в день более чем достаточно, потому что это очень концентрированный полезный продукт. Следующая группа продуктов, здесь я тоже выделила несколько, это киноа и амарант. Это такие псевдозлаки. В них просто огромнейшее количество железа, клетчатки, магния. И также, чем мне очень нравятся эти псевдозлаки, которые можно использовать в виде гарнира, в том, что у них высокое содержание белка. Поэтому, если у вас есть желание насытить себя белком, восполнить белок, то налегайте на эти виды гарнира. Также, чем мне они нравятся, тем, что у них очень длительное чувство насыщения. То есть, если вы будете завтракать, добавив кашу киноа, то до обеда, ну, при условии, конечно, если у вас там тарелочка более-менее хорошо собрана, сбалансирована, если есть хорошие жиры, то до обеда вы спокойно протянете, вы будете отлично себя чувствовать, и у вас не будет вот этого подсасывающего желудка. Из противопоказаний здесь можно отметить лишь
чувствительность вашего желудка. То есть, если, опять же, это для вас экзотические варианты, да, насколько они в целом-то хорошо к нам сейчас уже вошли в быт в наш, ну, допустим, киноа все-таки больше, чем амарант, но все равно, если вы никогда не употребляли эти продукты, не надо сразу себе варить огромную кастрюлю и всю неделю теперь каждый день ее есть. Сварите буквально ее немножко. Кстати, что касается приготовления киноа, когда-то давно, когда я только знакомилась с этим псевдозлаком, мы варили ее дома неправильно. Изначально она мне не понравилась. То есть у меня было немножко такое смешанное чувство, потому что, ну как, ну ты понимаешь, что там огромное количество пользы, ну как так ее все с удовольствием едят, так часто, да, в некоторых странах. И я пробовала, и все равно было вот, ну не то по вкусу, и детям хотелось внедрить тоже эту кашу, разнообразить рацион, чтобы как раз вот использовать этот белок, но потом я поняла, что мы просто неправильно ее готовили. В своем телеграм-канале я размещу рецепт о том, как же мы готовили все-таки киноа и как она действительно получается вкусным, потому что тут оказалось не все так легко и просто. Ну, в целом там очень как бы незамысловатая история, но просто нужно немножко по-другому, там не так, как нам привычно, что вот там воды вскипятил, бросил, помешал, поварил. Там последовательность немножко другая, и это абсолютно все меняет. Поэтому, кто хочет тоже готовить киноа очень вкусно, с таким ореховым, нежным вкусом, таким сливочным. Она просто невероятно вкусная. Кстати, мои дети, девчонки, называют эту кашей волшебная, потому что она еще так лопается интересно, и у нее такой ореховый приятный вкус. Поэтому переходите в Телеграм, там найдете, как приготовить киноа, вот, чтобы оно получилось действительно вкусным, чтобы есть, понимать, что ты получаешь огромную пользу, но при этом было действительно вкусно. Мы первое время, когда научились ее так готовить, мы ели ее практически каждый день на завтрак. Вот пока она нам не надоела, и мы не сделали перерыв. Следующая группа продуктов, она достаточно хорошо уже сейчас распространилась и какой-то диковинной, экзотической уже не является. Семена чиа так точно, мы уже активно используем и в рецептах, которые я тоже делюсь, и в телеграм-каналах. То есть и здесь часто рассказываю про варианты, как мы семена чиа нужно применять, как можно их применять, чем они хороши. Поэтому семена чиа уже хорошо вошли в наш быт, так что в практически любом супермаркете вы их без проблем найдете. А вот что касается семян конопли, здесь я то, что вижу, все-таки посложнее. То есть не в каждом супермаркете они есть, но все-таки есть. Ну а на маркетплейсах, само собой, также огромное количество. Если семена чиа это супер источник омега-3, то есть который еще и можно так классно интегрировать в тот же утренний йогурт, делать вот такие вот десерты очень вкусные и получать пользу. Плюс это хороший источник дополнительно клетчатки и, конечно же, антиоксидантов. Все продукты, которые я сегодня перечисляю, они все максимально сконцентрированы на антиоксидантах. А вот что касается семян конопли, это просто кладезь. Там высокое содержание белка, поэтому тоже берите себе на заметку, кто хочет вот эту вот красоту, подтянутое лицо, вот этот вот белок свой постоянно, который у вас не провалится, семена конопли используйте, потому что в них огромное количество аминокислот. То есть, казалось бы, семена конопли, откуда там такой белок? Ну там супер классный белок, поэтому используйте, просто поставьте себе на рабочую поверхность на кухне, чтобы у вас на виду это все было, только в закрытых таких, лучше всего стеклянных колбах, банках, и просто себе утром в кашу добавляйте, используйте. Это очень хороший помогатор. Ведь всего 1 столовая ложка семян конопли в день будет укреплять мозг, сердце, сосуды, то есть поддерживать вообще все ваше здоровье. Здесь из противопоказаний хочу отметить такой пункт, что если вы пьете недостаточно воды, то это может приводить вас к запорам. То есть если вы вводите в свой рацион какие-либо вот такие семена, семена льна сюда тоже, кстати, относятся, но вы должны понимать, что с водой у вас должно быть все в порядке, потому что если вы возьмете, вот, допустим, семена чиа либо льна, нальете туда воды, вы увидите, что это такая гелеобразная субстанция. Это супер субстанция для, скажем, очистки нашего кишечника, но с условием, если воды достаточно. То есть если сразу начинаются запоры, это вам звоночек, что с водой у вас не все в порядке. Ну и если у вас есть проблемы со свертываемостью крови, здесь тоже обращайте на это внимание и используйте семена умеренно. Да, впрочем, как и все продукты. Везде важна золотая середина, ни с чем не перебарщиваем. То есть мы понимаем, что эти продукты
мы используем понемногу. Вот следующий продукт – это супер продукт для людей, особенно за 40 лет. Он такой, скажем, не экзотический, но в большинстве случаев все удивляются, а что это вообще такое? А такое существует? Это черный чеснок. Напишите в комментариях, знали ли вы, что существует черный чеснок, что его нужно употреблять. Посмотрим, какое количество людей все же о нем знает. Черный чеснок – это обычный чеснок, который прошел этап качественной ферментации при высокой влажности и длительной средней температуре, буквально несколько недель. И в итоге такой ферментации он становится мягким, он становится сладким, очень похож на чернослив. В процессе ферментации чеснок теряет запах вот этого чеснока, который мы привыкли слышать, да, то есть если у вас как раз-таки есть огромная любовь к чесноку, вы его любите, но вас смущает то, что остается, да, такой резкий неприятный запах, и в целом за все свойства полезные чеснока, его бы хорошо употреблять каждый день, но там офис, работа и так далее, нет такой, да, возможности, то вот черный чеснок просто супер, потому что такого запаха у него нет, но зато огромнейшее количество антиоксидантов. Я рекомендую брать его на заметку, особенно в сезон вот именно осени, зимы, потому что это супер иммуноподдерживающее средство. Такой ферментированный черный чеснок в 10 раз полезнее, чем обычный чеснок. То есть он поддерживает сердечно-сосудистую систему, сердце, работает с снижением воспаления. То есть, ну, это реально суперфуд. Также из хороших положительных свойств, которые он имеет как раз для людей после 40, он снижает как раз-таки плохой холестерин и поднимает наш хороший. Также такой чеснок помогает бороться со старением клеток, что как раз-таки там нам и нужно. Также такой ферментированный черный чеснок содержит уникальное соединение, которого нет в обычном чесноке. Называется оно S-аллилцистеин. Черный ферментированный чеснок можно использовать как обычное дополнение к блюду. То есть есть просто зубчик чеснока, можно к омлету, бутерброду какому-то, да, к тосту. То есть здесь в салат можно добавить, в соусы можно добавлять. Здесь единственное, что насколько оно полезно, это, конечно, мы уже разобрались, но понимать нужно, что количество очень важно. Вот одного зубчика в день достаточно, больше не нужно. Здесь из противопоказаний хочу отметить, что если у вас есть какие-то активные сейчас в момент проблемы с желудком, с кислотностью, тоже будьте здесь осторожны, потому что он может повышать кислотность. Ну, опять же, при усиленном его употреблении. Шестая группа – это ферментированные продукты. Это кимчи, для тех, кто любит поострей, это квашеная капуста, это мисо. После 40 лет обычно начинаются небольшие сбои с походами в туалет, с работой кишечником. Так вот, ферментированные продукты здесь тоже являются номер один. Достаточно всего 1-2 столовых ложки той же квашеной капусты, добавление их к своей тарелке, это уже улучшит состояние вашего пищеварения, потому что это напрямую будет влиять на микрофлору кишечника, а наша микрофлора кишечника – это наш иммунитет и это наше настроение. Я уже неоднократно рассказывала про ферментированные продукты, поэтому не буду здесь долго останавливаться. Но из противопоказаний хочу сказать, что если у вас повышенное давление, я рекомендую все-таки быть осторожным с капустой и промывать все-таки ее перед употреблением. Также, если у вас есть в желудке активные воспаления, это язвы, активные гастриты, то есть здесь сначала нужно с этим разобраться, потом только внедрять ферментированные продукты. Следующий пункт все-таки тоже наполовину экзотический. Во-первых, это наши уже такие знакомые ягоды и годжи, которые можно встретить тоже во многих магазинах. Их супер добавлять к смузи, к кашам, к йогурту на завтрак. То есть в них огромное количество пользы, антиоксидантов, да, как я обещала во всех этих продуктах. Они помогают снижать риски старения клеток, то есть они тоже активно влияют на молодость наших клеток. Также ягоды годжи очень супер работают именно для нашей внешней красоты, для качества кожи, для ее цвета лица. То есть здесь тоже их можно применять понемножку, то есть опять без фанатизма. Это небольшие горсточки, это прям чуть-чуть. То есть если вы взяли там коробочку или пакетик, вам надолго этого хватит. А вот следующие ягодки, они, конечно, экзотика. То есть это ягоды асаи.
Здесь намного все сложнее, но так как меня смотрят подписчики из разных стран, и зачастую вопросы тоже есть про различные варианты, которые я тоже должна проговаривать. Вдруг вы где-то увидите, услышите, в магазине встретите, вы будете точно знать, что же это за такие ягоды. Поэтому, если такую ягоду встретите, берите, попробуйте, потому что тоже огромное количество пользы, влияние на нашу память, поэтому применяйте, но тоже в небольшом количестве. Здесь хочу несколько пунктов еще проговорить, как же мы все эти продукты внедряем. То есть я сказала, что не нужно сразу огромными горстями. Да, это супер полезно, но не в больших количествах, поскольку это все-таки для большей части людей экзотические варианты, которые мы непривычные есть с самого детства, поэтому понемножечку пробуем и отслеживаем реакцию. В целом эти продукты не должны быть основой вашего рациона. То есть да, вы должны понимать, что основа это обычный рацион питания, и к этому рациону мы точечно что-то добавляем. Старайтесь комбинировать обычное с чем-то вот таким необычным. В-третьих, отслеживайте реакцию своего организма, то есть каждый день что-то новое не вводите. Если вы сейчас эти продукты, да, послушали, пошли в магазин 2-3, приобрели, не надо их сразу вводить. То есть в неделю вводите какой-то один продукт, чтобы у вас было время отследить реакцию. То есть, да, ну, кто его знает, может у вас какая-то аллергическая реакция. И лучше все-таки в первой половине дня. То есть, допустим, на завтрак попробовали и наблюдаем. Следующий день еще раз на завтрак попробовали, если нет никаких негативных последствий. И дальше наблюдаем. То есть дайте себе время. Ну и в-четвертых, как и все, это, конечно же, привычка. То есть просто пару дней использовать ягоды годжи в йогурт, это, конечно, не принесет какой-то супер пользы. Здесь, опять же, все в долгосрок, небольшими порциями. Тогда, через какое-то время, вы действительно будете видеть результат. Но только тогда, когда это станет вашей обычной привычкой, обычной рутиной. Поделитесь в комментариях, как вам вообще эти продукты, то есть про какие вы знали, а какие стали для вас открытием. Будет очень интересно почитать. Я вот в каждом своем видео пытаюсь донести, что возраст, да, это не ограничение себя в чем-то. Это просто возможность немного по-другому о себе заботиться, более внимательно к себе относиться. Для тех, кому необходим пошаговый точечный план без экспериментов, основанный на вашем образе жизни, на ваших результатах лабораторной диагностики, я всегда рада видеть вас на своей консультации. Ссылку на запись я, как всегда, оставляю в описании под этим видео. Надеюсь, мне в этом видео получилось рассказать о том, какие продукты еще есть, что еще такого необычного, но с максимальной пользой для себя мы можем использовать. Поэтому буду рада вашим лайкам, вашим комментариям, вашим реакциям. Для меня это очень ценно. Так я чувствую, что все, что я снимаю, все, что я отдаю эту информацию, что это для вас тоже очень ценно и важно. А я благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем. Конечно же, будьте здоровы!